Деревня Ранипур расположена на самой кромке заповедника Тадоба. Это место, где границы между миром людей и миром дикой природы размыты. Здесь вечерний туман приносит с собой не только прохладу, но и запахи влажной земли, диких трав и едва уловимый мускусный аромат крупного хищника. Местные жители с детства приучены к осторожности. Они знают, что за пределами освященного двора начинается территория, где правит закон клыков и когтей. Для фермера Хариша, человека преклонных лет, чье лицо было изрезано морщинами, как кора старого баньяна, джунгли никогда не были врагом. Он относился к ним с уважением, но и с опаской. Его небольшое хозяйство было его жизнью, а коровы — его семьей. Среди них особо выделялась Гаури. Это была крупная белоснежная корова с невероятно спокойным взглядом. Казалось, она обладала какой-то внутренней мудростью, которая передавалась любому, кто находился рядом. Но однажды привычный ритм жизни Хариша был нарушен. Проснувшись на рассвете, он отправился к загону и замер. На мягкой, припорошенной пылью земле он увидел отпечатки. Это были не следы шакала или бродячей собаки. Крупные, широкие лапы с мощными подушечками вели прямиком к месту, где ночевала Гау. Сердце старика сжалось. Тигр. Хариш не спал следующую ночь. Он вооружился старым фонарем и устроился на чердаке своего дома, откуда открывался вид на загон. Ночь тянулась мучительно долго. Цикады оглушительно трещали, а тени от деревьев казались Харишу притаившимися монстрами. Около 2 часов ночи собаки в деревне внезапно замолкли. Это был дурной знак. Обычно они неистово лают на хищника, но когда страх переходит все границы, наступает гробовая тишина. Из зарослей кустарника медленно, словно само воплощение тьмы, вышел огромный бенгальский тигр. Его полоски отчетливо выделялись в слабом свете луны. Хариш затаил дыхание, ожидая кровавой развязки. Он уже мысленно прощался с Гаури. Но произошло то, что заставило его протереть глаза, не веря увиденному. Тигр не прыгнул. Он не издал ни рыка. Хищник подошел к корове почтительно, медленно, словно спрашивая разрешения. И Гаури, она даже не встала. Она лишь повернула голову и тихо, едва слышно промычала, как приветствуют старого друга. Тигр подошел вплотную и просто лег рядом, прижавшись своим мощным плечом к ее теплому боку. Весь остаток ночи Хариш наблюдал за этой невероятной картиной. Корова и тигр лежали вместе, согревая друг друга в предрассветной прохладе. Когда небо начало светлеть, тигр поднялся, потерся головой о шею коровы и бесшумно исчез в лесу. Сначала Хариш боялся рассказывать об этом. В деревне его могли счесть сумасшедшим или, что еще хуже, обвинить в колдовстве. Но скрывать такое было невозможно. Каждую ночь тигр возвращался. Следы становились все заметнее, а поведение коровы все более странным. Она словно ждала своего ночного гостя, отказываясь уходить в хлев и предпочитая оставаться на открытом месте. Когда Хариш все же поделился историей с соседями, те лишь посмеялись. «Старый Хариш перегрелся на солнце», — говорили они. «Тигр и корова? Скорее небо упадет на землю, чем хищник откажется от бесплатного ужина». Однако любопытство взяло верх. Несколько молодых парней решили проследить за фермой. Когда они увидели огромную кошку, мирно спящую в объятиях коровы, их скепсис сменился первобытным ужасом, а затем благоговением. Новость разлетелась по штату Махараштра. В Ранипур потянулись люди. Кто-то видел в этом божественное знамение, кто-то — аномалию природы. Фотографы-натуралисты ставили скрытые камеры, а деревенские жители начали оставлять подношения у забора Хариша, полагая, что это место теперь священно. Такой ажиотаж не мог остаться незамеченным властями. В деревню прибыли специалисты из лесного департамента.
офицер Рави Патель и известный натуралист Аджай Шарма. Их задача была прагматичной — обезопасить людей. «Дикое животное непредсказуемо», — объяснял Рави Патель на собрании общины. «Сегодня он спит с коровой, а завтра, ведомый голодом или инстинктом, может напасть на ребенка. Мы не можем рисковать». Специалисты установили вокруг фермы профессиональные ловушки. Это были огромные клетки с двойным дном, внутри которых находилась приманка, свежее мясо и живые козы в гуманных условиях. Но тигр проявил поразительный интеллект. Он подходил к клеткам, обнюхивал их, словно усмехаясь над человеческой хитростью, и проходил мимо. Его не интересовала легкая добыча, он шел только к Гаури. Аджай Шарма, наблюдая за камерами ночного видения, заметил интересную деталь. Тигр выглядел не совсем обычно. Он был крупным, но в его движениях сквозила странная скованность. Иногда он слегка припадал на заднюю лапу, а его шерсть местами выглядела тусклой. «Он не просто ищет компании», — предположил Шарма. «Он ищет защиты». В мире джунглей раненый или ослабленный тигр — это изгой. Ему постоянно нужно быть начеку, чтобы не стать жертвой других хищников или конкурентов. Рядом с Гаури он чувствует то, чего не может найти в лесу — полное, абсолютное спокойствие и безопасность. Самым поразительным в этой истории было поведение Гаури. Будучи травоядным животным, корова обладает врожденным страхом перед запахом тигра. Этот страх записан в ее ДНК на протяжении миллионов лет. Но Гаури, казалось, перешагнула через свои инстинкты. Она проявляла к тигру настоящую материнскую нежность. Были зафиксированы кадры, на которых Гаури вылизывала голову и уши тигра, очищая его от лесных паразитов. В ответ хищник тихо мурлыкал, звук, который редко услышишь от взрослого бенгальского тигра в дикой природе. Это было поведение котенка и матери. Ученые выдвинули теорию. Возможно, этот тигр рано потерял мать, и в его памяти запечатлелся образ крупного теплого существа, которое дарит заботу. Встретив Гаури, которая по своей природе была крайне неагрессивной, он нашел психологическую замену утраченному родителю. Это был феномен межвидового импринтинга, доведенный до крайностей. Власти, несмотря на трогательность ситуации, готовили операцию по усыплению тигра с помощью транквилизаторов. Они планировали перевести его вглубь заповедника, подальше от людей. В деревню привезли специальное оборудование. Ветеринары готовили дротики со снотворным. Но тигр словно почувствовал перемену в атмосфере. В ту ночь, когда засада была готова, он не пришел. Не пришел он и на следующую ночь, и через неделю. Гаури заметно тосковала. Она стала плохо есть, часто стояла у края джунглей и жалобно мычала, глядя в темноту. Хариш тоже чувствовал пустоту. Деревня, привыкшая к ночному гостю, внезапно стала тихой и обыденной. Прошло 3 месяца. Все решили, что хищник либо погиб, либо окончательно вернулся к дикой жизни. Но однажды ночью Хариш снова услышал знакомое молчание собак. Он выбежал во двор и увидел его. Тигр вернулся. Но он изменился. Он стал мощнее, его шерсть лоснилась на свету, а хромота исчезла. Он подошел к Гаури, которая радостно затрепетала ноздрями. Они провели вместе всего час. Тигр не ложился. Он стоял рядом, позволяя ей в последний раз коснуться своей головы. Затем он издал короткий глухой рык, не угрожающий, а прощальный, и стремительно скрылся в чаще. Это был последний раз, когда его видели в Ранипуре. Спустя год в 10 километрах от деревни фотоловушки зафиксировали крупного самца с характерным шрамом на бедре, тем самым, который мешал ему ходить раньше. Он был в расцвете сил и сопровождал молодую самку. Он снова стал королем джунглей. История Гаури и тигра оставила после себя больше вопросов, чем ответов. Она разрушила наше представление о жестокой природе, где есть только охотник и жертва.
Оказалось, что даже в сердце самого опасного хищника есть место для привязанности, а обычная корова способна проявить сострадание, побеждающее страх смерти. В Ранипуре до сих пор рассказывают эту историю детям. Хариш верит, что тигр помнит доброту его коровы. Гаури прожила долгую жизнь и ушла мирно, окруженная заботой своего хозяина. Но на том месте, где они когда-то лежали вместе, трава, по словам местных жителей, всегда растет гуще и зеленее, напоминая о невероятном союзе, который на мгновение объединил два враждующих мира. Эта история учит нас тому, что мир гораздо сложнее наших схем. В нем есть место для необъяснимого, для дружбы вопреки всему и для милосердия, которое выше любых инстинктов. Дорогие зрители, как вы считаете, что на самом деле двигало тигром в те ночи? Остатки детских воспоминаний о матери, зов раненого сердца или нечто, что мы вообще не в силах постичь своим человеческим разумом?